Очень интересно, сейчас пишет Трамп. Ну, во-первых, давайте так. Reuters публикует, что Трамп и Зеленский должны встретиться в Вашингтоне во вторник. Значит, украинский источник агентства сообщил, что Зеленский заинтересован в поездке в США, чтобы команда ожидает официального подтверждения графика Трампа. Украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении воздушного огня. То есть они с Уиткофом говорили же вчера, да, и Кушнером, воздушного огня, которое должно было быть представлено российским властям в рамках нового раунда мирных предложений. Источник сообщает, что Украина ранее обращалась к Путину с предложением о прекращении огня, которые были отклонены. Однако некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику со стороны продолжающихся ударов украинских беспилотников и ракет может смягчить эту позицию. То есть ну, как бы, давай уже, Путин, не бомбим. Вот это воздушное перемирие. Пробивают это итоги встречи. Вместе с этим Зеленский сам говорит о том, что он едет дрон-дилить. Об этом он Витахеру сказал, который представитель США в НАТО приезжал к нему. Дрон-дилить имеется в виду дроны пилить, там, денежку, туда-сюда. И тут какая-то странная, если честно, публикация Дональда Трампа сегодня. Разгорается же большой скандал на самом деле. Сенаторам, отвечая на вопрос, министр войны Хексет на неделе сказал, что Россия и Китай помогают Ирану. Ну, это официально. Все. То есть мы, конечно, им противодействуем, чтобы они не сильно помогали, но они помогают. И вот сейчас выходит Трамп вот в эти минуты, мы в прямом эфире, и он говорит, дает четкие посылы. Прям у него и пост такой, знаете, такой четкий. Значит, Америка не поставляет оружие в Украину. Мы продаем по полной стоимости НАТО. Что дальше с этим оружием, мы понятия не имеем. Извините, отойдите, отодвиньтесь. Россия и Китай не поставляют оружие Ирану. Мы договорились, это вот четкий посыл. То есть он фактически полностью разрушает то, от чего прозревали всю неделю сегодня. Ну, Что за да. встреча у Зеленского и с Трампом ожидается на фоне, ну, вот таких очень интересных эскапад и духа Анкориджа, в котором Лавров, несоблюдение или неисполнение которого, или выветривание которого, Лавров сегодня прямо обвинил Трампа? Ну, заметьте, пока вот стороны воздерживаются от какой-то жесткой риторики в отношении друг друга, и в российском информпространстве куда больше там уделяется внимание, там поносят Европу, но Соединенные Штаты все довольно деликатно, все так мягко. А у нас последние 2 недели пытались убедить в том, что, особенно после Анкары, о том, что произошла некая там трансформация позиции Трампа, что Трамп повернулся к Кремлю задом, а к Киеву передом. Вот. Но никаких же фактов не приводится. А факты вот, что там с дополнительной военной помощи Украине на 400 миллионов, за которую проголосовал Конгресс, заморожено аж до 2029 года. Ну, вот. И как-то не форсируют законопроект покойного Линдси Грэма. Ведь многие, и я даже сначала искренне полагал, что смерть Грэмона ускорит, станет импульсом для принятия. Нет. Трамп явно не заинтересован сжигать мосты. Это мы видим. И стремится показать то, что Соединенные Штаты не вовлечены в войну никоим образом. Как говорится, да, понятно, там возразят, скажут, что дают развединформацию, но не более. Не более. И как бы там ни было, какие поставки оружия, ничего серьезного из Соединенных Штатов. Ну, в основном-то сейчас суетятся европейцы. Европейцы, да. Трамп попытается реанимировать, возможно, сделать последнюю попытку втолкнуть Зеленского в эти рамки Анкориджа, и на что и намекает Рубио, говоря о том, что условия для Украины теперь будут хуже, чем год назад, но мы попытаемся. Вот. Посмотрим, что получится. Мне кажется, что наиболее вероятным вариантом будет то, что Владимир Александрович кивнет, развернется, уедет и попытается сделать все по-своему. Потому что кардинально ничего не изменится. Воздушное перемирие, ну, на фоне того, что сейчас происходит, вот этой войны городов, не верю. Вот, не пойдет. Тем более, что Путин что стремится показать Трампу?
что ну раз мы не сумели политическим путем все это разрешить, значит, я попытаюсь добиться этого военным путем. Взять Донбасс и таки принудить Киев к миру на своих условиях. Чем Путин и сейчас ну, в меру силы возможностей занимается. То есть тут какие-то жесты доброй воли, ну, я и на горизонте даже не вижу. Может быть, с октября будет окно возможностей, но не ранее. Так а возможности в чем? Это когда что? Когда все, простите, склады перебьют? Ну, все склады перебить при всем желании есть, помимо, да, Wildberries крупнейший ритейлер, но есть еще Озон, есть еще Яндекс, то есть там еще начать и кончить. Да, просто по Wildberries все намного проще, поскольку в отличие от Москвы логистические хабы Wildberries не прикрывались так ПВО, то есть это довольно легкая цель. Вот и, естественно, медийный эффект колоссальный, когда там в электростале день превратился в ночь от гигантского столба дыма. Это плюс десятки тысяч попавших на деньги мелких российских предпринимателей. Ведь многим, особенно те, кто потеряли и товар, а многих кредиты тикают. Висят кредитные деньги, и многим действительно впору хоть в петлю вешаться, лезть. Поэтому, но на что делается ставка? Что вот начнется бунт предпринимателей и начнется смута? Нет, этого не случится. Ну, во-первых, нет организующей и направляющей силы. А во-вторых, как бы там ни было, но полицейский и репрессивный аппарат Российской Федерации достаточно силен, чтобы справиться с такими локальными бунтами. Пытаются выстраивать аналогии там, с Петроградом 18-го, но сравнивают сравнимое. Это ничего и близко с тем, что сегодня происходит в Российской Федерации. Днепропетровская область. Приходят сейчас кадры. Это мы в прямом эфире, поэтому это свежие, скажем так, новости. Разбили локомотив. Предупредили, Да, военные предупредили, чтобы и пассажиры, и, в общем, там, машинисты, все, конечно, сбежали вовремя, то есть вовремя было предупреждение, но вот это локомотив, который восстановлению не подлежит, понимаете, Днепропетровская область. До этого мы прям видим какой-то локомотивопад по территории да, Украины. абсолютно верно. Выбиваются тепловозы, понятно, с электрической тягой в нынешних условиях. Ну, преимущественно сейчас делают ставку на тепловозы, но эта система выбивается не только и в Днепропетровской, но и в Харьковской, в Житомирской области. То есть, причем стоит отметить то, что дроны бьют довольно прицельно и точно, причем в том числе и реактивную. А это, ну, понимаете, что перспективы того, что на доброй половине территории Украины следом будут выноситься не только там локомотивы и депо, вот, это, опять же, это средства логистики со всеми вытекающими сюда последствиями и для военных перевозок, но и заодно и заправки. Ты на каждую заправку бетонным куполом не накроешь. А значит, ну, уже надо думать о том, как либо хранить топливо в резервуарах, передвижные заправочные станции, но это вполне может начаться, вот такие удары по АЗС уже в глубине территории Украины. Подозреваю, что это может начаться уже в осенний период. Ну, обсуждают там сейчас разные... Ну, в общем, смотрите, какая-то все равно есть вот такая а, аура некромании, что ли, какой-то. То есть вот это ж блогер, который мы обсуждали, приехала с Зеленским на интервью, он же, Зеленский, ей рассказал, что на похоронах Папы Римского, ну, типа, все поменялось. То мы были злы друг на друга, там, ссорились после овального кабинета, а папу хоронили, порвали 3 баяна, то есть... Да, то есть все хорошо, перелом, Да, то есть мы да. подружились. Сейчас будут похороны Грэма.
Мгм. Но в связи с ситуацией, которая закручивается на Ближнем Востоке, в связи с ситуацией, которая закручивается в российско-украинском противостоянии, прежде всего воздушных ударов и прочего, контактов американцев с российской стороной. Эти похороны, ну, они, и там же вообще, если так посмотреть, ну, так, сделать такой мониторинг, да, о чем там американцы беседуют, что им важно, да, вокруг этого. У них там вообще дискуссия, а надо арестовывать Нетаньяху или не надо? Потому что 27 числа Нетаньяху отправляется к Трампу, ну, и тоже на похороны, получается. В общем, кто будет первая скрипка? Вова или Биби? Я думаю, для Соединенных Штатов, учитывая ту роль, которую Израиль играл в ближневосточной политике, я думаю, больше внимания уделят, безусловно, Биби. Вот, это определенно, но до арестов. Понятно, что демократы сейчас активно качают. И, кстати, это повод задуматься израильтянам о том, что, ну, с чем они столкнутся в ближайшие годы, когда на праймерис побеждают откровенные леваки, те, кто будет Free Palestine, санкции в отношении Израиля и так далее и тому подобное. То есть, пожалуй, Трамп действительно, возможно, останется в истории как наиболее произраильский президент Соединенных Штатов, а дальше все пойдет по нисходящей. И учитывая тот репутационный удар, который получил Израиль за последние пару лет, в Соединенных Штатах очень многое может поменяться. И, да, возможно, будут ломаться копья, будет куда как более оживленная дискуссия и относительно визита Биби. Ну, до ареста точно не дойдет. А вот с Зеленским, я думаю, все-таки это будет не топ-тема. Ну, нас постараются убедить в обратном, но объективно, тем более, что Трамп увяз с Ираном, да, выиграл время, пока шел Мундиаль, пока там праздновали 250-летие. Вот. Ну, а дальше шоу must go on, все продолжается. И потрясений для мировой экономики тоже. Как бы там ни было. Вот это китайцы, не буду выступать в качестве главного агента Китайской Народной Республики, но 1 миллиард 200 миллионов баррелей нефти Китай, как говорится, постелил себе соломку. Срочно, ну, тут только что заявил Зеленский о том, что если завтра мы сможем добиться перемирия, то это будет лучше, чем воевать 10-20 лет ради победы и терять наших людей. Владимир Зеленский. Что-то в лесу подохло. Европейская правда приводит, да, Европейская правда. Президент понял, кто не хочет останавливать войну. Интервью, вот это все перепечатывают. Что происходит с Зеленским? Расширение сознания. Знаете, кажется, я так подозреваю, что происходит в эти дни, мы узнаем не скоро. А судя по всему, ведь и внутриполитически, как мы видим, это, люди воспринимают это как то, что Зеленского прогнули, ну, учитывая то, как он вел себя на киноплощадке, как продюсер. Он предельно авторитарный человек и может сегодня с тобой пить на бурдершафт. Вот, а завтра, если ты как-то не вписываешься в творческий замысел, нафиг с пляжа. Без всяких сантиментов. Вот, ну, это же мы видим к команде. Федоров последний оставшийся из кухонного кабинета штаба Зеленского, который его привел к власти. Но все течет, все меняется. И я подозреваю, что вот нам забрасывают там упрек в том, что почему мы не обсуждаем Стамбульские соглашения. Так мы 1000 раз говорили. За то, что я говорил о том, что Украина не готова к войне на истощение от слова совсем. Я воевал в стоп-листы, был где только можно забанен, но, знаете, что от этого меняется? Понятно другое. Ну, лучше поздно, чем никогда. Но, к сожалению, очень поздно. Это когда и территории потеряны, и разрушение экономики, да, и в том числе и на подконтрольных Украине территориях колоссальное.
Самое главное, потеряны десятки тысяч человеческих жизней. Ну хорошо, а как убедить Путина на перемирие? Ну, кто-то должен в этой ситуации, скажем, сделать шаг назад. Нет, это прям очень важный вопрос. Смотрите, Да, еще у раз, нас перемирие, еще раз, перемирие, это вот сегодня Зеленский подписывает указ, это он ручками делает, это действие, это ручка у него, и подписывает указ, который проголосован до какого там октября. Ну, в общем, на 30 дней еще до октября, до конца октября этот самый военное положение и мобилизацию. Сегодня. И сегодня он нам заряжает про перемирие. Перемирие для Зеленского – это лучший сценарий. Перемирие не отменяет военное положение, перемирие не отменяет, ничего не отменяет. Перемирие людоловство не отменяет. Тут выходит вот это... Сегодня ж мы начинали наш сегодняшний разговор с этого прилета ужасного в Киевской области. 10 человек погибло. Ну, как ужасного? Ужасного по своей... глупости. У нас, извините... В Славянске 5 человек погибло. Да, об этих людях, которые там в Славянске, ну, люди погибли и погибли, а тут все, расследование, Зеленский пишет, все пишут, понимаете, потому что как же оружейников там накрыли. Смотрите, ему очень хорошо военное положение, потому что все вертикали, все то, что он сейчас построил, это все тоже под военное положение. Этот Корецкий, эти все министры, этот Ким, которого вытащили с Николаевской области, вот эти все товарищи, да, те кровати, которые он попереставлял, вместе с новым типа вот этих орлов, которых он там попереназначал в военном кабинете, это все хорошо. Но тут возникает главный вопрос. То есть смысл или что должно произойти, чтобы Россия сказала: окей, перемирие, сколько там, 30, как они обсуждали год назад, 30-60 дней, помните? Ну, боюсь, что это такой пиар-ход накануне полетов в Соединенные Штаты Америки. Показать о том, что проблема мира находится не в Киеве, а в Кремле. Вот. Пиар-ход, за которым нет никакого конкретного наполнения. И тем более я глубоко сомневаюсь в том, что Путин сделает такой подарок Зеленскому. Ведь уже не раз Кремль не раз заявлял о том, что мы не заинтересованы в перемирии, либо, как говорится, принимаются все условия соответствующим оформлением, либо никаких там паллиативных мер. И напоминают о том, сколько раз там с Минском, вот, и, мол, больше не дадим себя обмануть и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому относительно, я думаю, раньше октября не стоит ждать какого-то. Может быть, чудо случится, но я предпосылок для такого чуда пока не вижу. Хотя вот, знаете, вот накануне вот всех этих пертурбаций один коллега вот, в сердца говорит: тут уже было принято решение по выборам, а вот этот картонный Майдан все испортил. Вот, значит, что-то мы не знаем. Вот, какой-то пассианс уже раскладывался. Ну, помните, я говорил о том, что чисто по-ермаковски. Оперативная внезапность, когда к выборам никто не готов, так что как снег на голову попытаться. Но, извините, тут опираясь на свой политтехнологический опыт и все-таки на свои 30 выигранных кампаний, могу сказать о том, что вот этот картонный Майдан как минимум негативно отразится на рейтинге Зеленского. То есть Акимов промахнулся. Это в лес не ходи. Убудет и у Залужного. Я не знаю, насколько сильно взлетит Федоров, поскольку вот эта социология, там, где Зеленский четвертый, тоже точно так же, как оптимистические цифры Зеленского, мне не внушает доверия. Ну, занесли со словом. Бросили им как киевский штук. Да, Андрей Владимирович, смотрите, уточню, это он Лумер, Лорке Лумер рассказал. блогер. Да, вот это, который мы обсуждали, что лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы. Подхватывает это точно так же в эфире телемарафона советник бывший Федорова, сейчас советник Зеленского, вот этот Флэш Бескреснов. А он тоже такой простой, говорит: со мной все хорошо, не переживайте. А потом говорит: да не, меня там не было, просто люди подумали, что...
Нормальные герои всегда идут в То обход. есть, меня там не было на этой выставке. Просто, так вот он выходит в телемарафон, ну, комментирует, понятно, эту выставку. И интересно вот, что говорит. Значит, взаимное уничтожение инфраструктуры для меня выглядит как безумие. Когда война закончится, обе страны останутся с проблемами. Украина говорит, что готова это остановить, но наш враг не хочет. Это выглядит как абсурд. Цитирую я этого Флэша. Это явно из интервью Лумер, это явно, ну, вот это вот все одинаковая песня. Но что он говорит по поводу Дропатова? Дропатый должен сделать так, чтобы люди хотели служить. Наши люди видят какие-то ужасы, которые показывают журналисты, что армия — это рабство. Нужно сделать так, чтобы у людей была уверенность в армии, чтобы армия — это не каторга, не ужас, там можно служить, там уважают людей. Дропатый это сделать может, говорит Флэш. И берлинская, которую тоже сегодня вспоминали в связи с ударом по выставке. Помните, Черниговский драмтеатр? Благополучно вывели из-под ответственности Да. за вот дня к Чернигову. Она, знаете, что вообще выдала? Она говорит, что на передовой сейчас, на передовой, максимум 15-25 тысяч военнослужащих. Давайте заменим их иностранцами. Ну, я немножко не согласен. 100, может быть, 150 тысяч из миллиона. Вот. И то, что у нас у нас много, в ЗСУ много едоков, но активных штыков критически мало. Но в конце концов стоит напомнить о том, что Флэшу ведь не чужое его бывшему патрону Федорову издание «Бабель», оно запустило вот этот скандал. Но, как всегда у нас, хотели приготовить обед, спалили хату. Вот со Скелли. Это что, Мосфильм выдумал? Искусственный интеллект, как некоторые альтернативно одаренные слуги народа. Вот, это реальность, к сожалению. И то, когда боец Келли застрелил мобилизованного, которого он привез в СНАП, тот попытался удрать, тот 4 выстрела в спину. Вот, и штурмовой винтовки. Это реальность, к сожалению. И всякие рассуждения о том, что вот придет Дропатый, придет, порядок наведет, это, знаете, это от лукавого. В рамках существующей системы никакой мобилизации с человеческим лицом быть не может. И может быть, все повернется так, что именно при Дропатом мобилизация примет куда более жесткий характер, нежели при Сырском. И мной будет вспоминать с ностальгией еще вот этого Сырского, которому вменяют в вину, потому что у него родители в Владимирской области и так далее и тому подобное. Полная чушь. Вот, ну, где родители, там, где он, как бы там ни было. Но информационная война же, надо, как говорится, одного максимально минуснуть, а другого максимально поднять. Не обольщайтесь, не заблуждайтесь, поскольку с мобилизацией, ну, понятно, нормальное решение убрать кадровика, который расставлял начальников ТЦК. То есть тут я абсолютно согласен. Но все остальное, система, к сожалению, она сильнее любого индивидуума. И как мы не раз говорили, есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И, как правило, сила обстоятельств оказывается сильнее и весомее логики даже самых маленьких. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего вопроса и перейдем к вашим вопросам. Очень интересно. Значит, удар по выставке оружия в Киевской области — это 6% считают дискредитация Федорова, ну, подмочить его репутацию, чтобы не назначать. 12% кроты российской стороны проникли везде. Кроты везде. Ну, или как успех, да, разведки, то есть конкретная спецоперация, вычислили и жахнули. 36% считают, что это карма Дропатова. Карма за то, что он наговорил, а на него же повесили. Ну, там как повесили? Ну, его же там сняли, перекидывали после ударов по полигонам. Ну, и 46% все-таки согласны с вами, что это халатность, просчет конспирации. Короче, опростоволосились, опозорились сами, а потом вот это вот все. Ну, то есть, видите, люди с вами в большинстве своем солидарны. Так, друзья, значит, по поводу вопросов, давайте начнем их с сообщества YouTube. Вот такие вопросы. То есть Александр уточняет по поводу мобилизации Дропатова. Будет ли тотальная мобилизация при Дропатом?
И к чему приведет эта тотальная мобилизация? Ну, тотальная мобилизация, это ж все ж есть образы Германии с осени, с октября 44 года, когда там и стариков, и 16-летних подростков нет, до 16-летних, я думаю, не дойдет, то есть вот в том формате тотальной. А тотальность будет в том, что, возможно, снизят. И опять же, в случае, если частичная или полная мобилизация осенью начнется в России, хотя это отрицают, это вот в Госдуме кто-то там, что это все там злобный навет от Зеленского, что никаких планов нет. Ну, знаете, Дума это не то место, где думают, как говорил один классик российской околополитической мысли. Вот, поставят перед фактом. И если такое произойдет, то возможно снижение мобилизационного возраста, порежут бронь кому, возможно, там, педагогам, там, Ну, вы интернам. все как про Украину сейчас говорите. Нет, я говорю про Украину, то, что у нас снижение. У России, как бы там ни было, но 20 миллионов мобилизационного резерва. Худо-бедно это почти столько же, сколько осталось сейчас на просторах нынки вот, граждан. Поэтому там есть возможность даже и выбора. То есть людей там по профилю, по специальности. Ну, понятно, как эта бюрократическая система, военно-бюрократическая система работает. Не знаю, могу только догадываться. А у нас, судя Я понял, Андрей Владимирович. Сейчас я просто слежу тут за новостями. Я понял, это сейчас вышло вот это, видимо, ну, у нас вечер там, наверное. Ну, короче, вышло у этой Лоры, да, у Лорки вышла беседа. И там же да. ж рубят на цитаты Зеленского, и там вот это, что вот, теперь Трамп не доверяет, вот это все Зеленский говорит. А в следующем году у Украины появятся дроны, способные лететь на 5-10 тысяч километров. Сейчас есть 3 тысячи километров, скоро вот до конца года 4 тысячи километров будет. С атомным двигателем, да. Ну, понимаете, просто какой-то Ну, абсолютный сюр. Ну, какая ну, разница? Ну, понимаете, а ну, межконтинентальная баллистическая ракета сколько летит, понимаете? Тоже тут возникает вопрос. По уронам, ущербам, дроны. подобно тому, как FPV-дроны компенсировали снарядный голод и дефицит артиллерии на начальном этапе войны, точно так же пытаются компенсировать отсутствие нормальной баллистики. Ну, и это Фламиндич, как говорится, не в счет. Это, как говорится, это отдельная тема. Вот. А отсутствие нормальной баллистики с помощью дальнобойных дронов. Но любые дроны это потенциально легкая мишень для ПВО, если оно выстроено в систему. Поэтому э, как пятый год войны, но у нас же так каждый день независимости там обязательно показывали там ракетный старт. Ну, а где? А где? Готовые изделия, спрашивается. Его нет. Поэтому там, да, понятно, что парохоботы вспоминают о том, что Зеленский зарубил ракетную программу, но в страну заходили серьезные деньги, на которые можно было перезапустить и сделать. Ничего не сделано. Зато, ну, даже дроны это я же поинтересовался просто финансовой стороной. Так в чем дело? Ну, это примерно как ремонт дорог. То есть, когда ты можешь в системе распил откат занос хорошо окунуть пальцы в мед и поймать тебя, схватить за руку довольно сложно. Вот неудивительно этот ажиотаж вокруг дронов, и что с ними так носится. И неудивительно то, что схватка то с Федоровой компанией разгорелась за перспективу, то, что зайдут эти такие когда-нибудь эти 40 миллиардов на производство дронов. Вот есть за что бороться. Чтобы не быть голословным, на компании Skyfall Конотопского зашло, по-моему, около $1 миллиарда. Ну, Ну, есть за так что. тоже, да, неплохо. Оксана, а, Человек, понятно, Бабенко с первого заказа побежал покупать Porsche Macan. Ну, это верный признак нищеброда. Ну, у Конотопского уровень повыше все-таки. Ajax Systems такая была довольно стабильная компания. Он купил Falcon, бизнес-джет за 30 миллионов. Нормально. ну, главное, что есть аэропорты, где они приземляются, летают откуда, куда, Да, да. Дубай.
Где на приколе можно держать этот джет. Поэтому, конечно. Оксана, похоже, вы, Андрей, единственный, кто настаивает на актуальности духа Анкориджа, приводя в качестве доказательства США предоставить отказа США предоставить транш 400 миллионов. Мне кажется, весьма натянутое объяснение. На самом деле США прекратили прямую финансовую помощь Украине не из-за какого-то духа Анкориджа. Истинная причина кроется в обновлении ядерной доктрины России в конце 2024 года, когда теперь предусматривает неядерное государство, получающее поддержку от ядерной державы. Это типа повод нанести удар по обеим сторонам. Вот в чем заключается реальная проблема, а не в духе Анкориджа. Именно поэтому вся их помощь поступает теперь через другие страны, не так ли? Немножечко не так. Но все-таки у Соединенных Штатов, да, чуть-чуть меньше, но тоже много, около 5000 боеголовок. Да, и есть и средства доставки. Да, Минитмены все-таки подустаревшая ракета, но со средствами доставки все в порядке. Равно как. Поэтому это не тот случай. Это понятно, что Европа, в которой как сельди в бочке, там 400 миллионов, это ну, очень уязвимо. А Соединенные Штаты громадная территория, причем вот, ну, это устроить взаимное уничтожение. Я просто исхожу из того, что, во-первых, ну, понятно, что об этом Лаврова упрекают, в том, что, дескать, не выполняется и так далее, но на уровне действий. Ведь стороны не скатились в жесткой риторике, то есть дальше не пошло, а значит, какие-то мосты сохраняются. Я небольшой адепт вот этих соглашений в Анкориджа, поскольку до конца непонятно. То есть мы лишь в самом общем порядке имеем представление, о чем договорились. Но факт то, что отношения с Соединенными Штатами по-прежнему и спустя год заметно и намного лучше, чем с любой из европейских стран. Андрей Владимирович, вчера на вашем стриме вы сказали, что у вас складывается впечатление, что кто-то как бы управляет этой войной и дергает за невидимые нити. Девятов давно говорит о том, что хасиды освобождают украинские территории для того, чтобы самим тут обжиться. Зеленский еврей, хоть и безбожник. Не думаете ли вы, что этот сценарий сейчас воплощается в жизнь уничтожением славянского населения? Ну, знаете, ведь тут любое событие. Вот у меня сегодня в ленте кто-то там написал по поводу того, что вот Wildberries, дескать, это заказ лиц библейской национальности, поскольку это один из немногих крупнейших бизнесов, который не принадлежит. Как вы красиво, лиц библейской национальности. А мы Дескать, какой национальности? Велесовой книги или что? козацького роду нема переводу. Ой. Да-да, продолжайте. Вот, но, знаете, пока интересуюсь у знакомых израильтян, как вы там уже чемоданы пакуете в Украину. У нас ходят слухи, что народу без земли, землю без народа, но не, никто как-то... Мне все-таки, я подозреваю все-таки в этом в дергании ниточек, такой глобалистский интернационал, все-таки Корона, Ротшильды, это куда как весомее, чем там Аббат и прочее, прочее. То есть old money. Так, Андрей, оказывается, не всем предпринимателям, сотрудничающим с Wildberries, суждено было вешаться из-за кредитов и ущерба, как вы так живописно предсказывали сегодня в эфире. Удивительно, но Wildberries, оказывается, таки выплатит компенсации, да еще и при поддержке регионов Сбербанка, ВТБ, а всем пострадавшим автоматически выдали целых 3 месяца отсрочки по кредитам. Ничего себе. Ну, какие-то послабления будут, но я думаю, что компенсация закроет лишь малую толику того, что предприниматели потеряли. Ну и пока я же не говорю, что кто-то повесился. Ну, вот такие эмоциональные там в ленте попадаются там заявления, но случаев суицида из-за пока не отмечено. А компенсация, ну, как всегда, ну, это все, собственно, практически везде. Когда событие приобретает такой громадный резонанс, ну, надо показать о том, что власти готовы поддержать, подставить плечо. Но я думаю, как говорится, уж
тех убытков 100% не перекроет. Ну, в лучшем случае на 70, ну, процентов на 25-30. Это в лучшем случае. Мгм. Так, продолжаем. Вот такой вопрос. Андрей, как вы считаете, приход правых к власти в Германии и Франции в течение 2 лет будет служить поводом создания действительно переговорной группы с Путиным для установления окончательного мира в Украине? Олег. Я думаю, это может и перезагрузить отношения России и Германии потенциально, но ведь, допустим, что никогда не устраивало Лондон, чтобы на европейском континенте образовался такой альянс Берлина и Москвы, это и в XIX веке, помните, и, собственно, в XX веке, чем все это закончилось. Но не будем забывать о том, что накануне всех, до 2014 года, как бы там ни было, еще в тех деньгах 80 миллиардов евро. И эта политика вот, второго экономического сотрудничества, она выстраивалась здесь еще начиная с Брежнева, начиная со сделок газовыми на трубы, с Вилли Бранта еще раньше. И это было довольно взаимовыгодно. На этом во многом базировался и экономический рывок Германии, ну, и реальный рост уровня жизни в 80-е и 90-е годы. Это, кстати, тот самый лубочный образ европейского будущего, который продавали нам. Но сегодня Германия уже другая. Особенно, вот, ну, понятно, трудно далось, скажем, интеграция земель ГДР, подтягивание, и там по-прежнему уровень жизни намного ниже. И плюс вот эти все фокусы с зеленой энергетикой, с мультикультурализмом, с интеграцией мигрантов, банально экономика просела, а социальные расходы увеличились. Поэтому, так или иначе, те, кто придет на смену христианским демократам, вынуждены будут принимать радикальные решения. И там, Которые... ну, какие радикальные решения? Газ, запускать там одну рабочую ветку, достраивать, ремонтировать вторую. И Первый поток. Резкое сокращение получателей бюргербельт, социальных пособий. Немцы недовольны. Это, кстати, один из драйверов роста альтернативы для Германии. И любой нормальный человек был бы недоволен. Почему я плачу налоги, а за это, за мои налоги должны содержать паразитов, загорелых паразитов, которые не собираются не интегрироваться в общество, не хотят соблюдать его законы и не хотят работать, платить налоги. Вот это нормальное, естественное поведение немцев. Кстати, в Австрии примерно та же картина, но там пока со свободой, партией свободы справляются лучше. А альтернатива, ну, уже по 30%, у христианских демократов 20%. Пойдет так, судя по всему, там и Бранбауэр не понадобится разрушать. Там Мгм. все, Так, естественно, Лина Востроилова. Каковы цели конфликта у сторон противоборствующих? Некоторые ломы любят рассуждать, что таковых целей нет сейчас. Однако Россия официально провозгласила и, кажется, не меняла целей. То есть просит Украину соблюдать свой же корневой документ Конституцию, то есть права человека и право на родной язык и культуру, соблюдать нейтральный блоковый неядерный статус. Украина же, похоже, борется за несоблюдение своей же Конституции. Почему? ну, потому что, скажем так, произошла политическая трансформация под влиянием внешних сил и при поддержке внешних сил. И тут Конституция оказалась камнем преткновения. Она у нас и до 2014 года она у нас была в качестве рулона туалетной бумаги, которым власть пользовалась по большой и малой нужде. А теперь и вовсе, ну, на паузе. Хотя, казалось бы, вот, ну, нам нужна не столько партия мира, сколько партия, которая будет защитой Конституции. Вот и тогда многие вопросы решатся автоматически, в том числе и гуманитарного плана, и геополитического вектора, и блоковой политики. Ну, у нас вопрос, где Конституционный суд, поскольку то, что учредили при Порошенко, когда в тело Конституции внесли пункт о членстве в НАТО, это у Юрия были круглые глаза и волосы дыбом. Но, тем не менее, в рамках кампании «Армии Мовы Виры» надо же было показать отца нации. Вот, учредили такое. Но
На самом деле это произошло изнасилование Конституции. Поэтому сегодня у нас Конституция неплохая, другое дело, то, что она уже оторвана от реальной жизни. Это проблема, ее неизбежно придется стыковать с реалиями. Но по большому счету вопрос должен стоять так: о исполнении Конституции и законов Украины, которые власть, ну, когда надо, она обращает внимание, когда не надо, она там, на паузе, на часе и так далее. Так, значит, вот такой вопрос. Из 25 июля пишет пользователь вопрос. Ну, видимо, уже 25 июля у человека. Сдалека. По весне слышал мысль от украинских политологов, что глупый Путин ведет войну уже 5-й год, не может ее закончить, сжигая ресурсы время России, когда остальной мир развивается. А умный Трамп повоевал месячишко, поняв, что не может достичь поставленных целей, и начал мудро отползать. Ну а события на Ближнем Востоке вызывают смутное сомнение о скором мире. Возможно, мудрый Трамп втянул США в войну на десятилетия, и скоро мы увидим Харьковскую и Херсонскую операции Ирана и сапог ксировца на американских базах Кувейта и Ирака. И чем черт не шутит, в штабе 5-го флота США в Бахрейне, а также, возможно, затонувший крейсер «Вашингтон» где-то в Индийском океане. Как вы думаете, сможет ли случиться так, что когда российско-украинская война станет преданием старины далекой, а американо-иранская война станет обыденностью на несколько десятилетий? Потому что поражение для США может стать геополитической катастрофой, а завоевать страну по территории с половину Европы сил уже не хватает. Так будут воевать потихоньку, с периодическими обострениями и долго. Я думаю, что Трамп далеко не отполз от этой войны, но то, что будет воевать десятилетиями, глубоко сомневаюсь. В Соединенных Штатах, опять же, если мы возьмем общественное настроение, это война, которая со старта была непопулярна, цели были обществу непонятны, общество не поддерживает. И демократы, я думаю, и в ходе промежуточных выборов и потом на президентской кампании это отыграют по полной программе. Поэтому так или иначе Что касается сапога ксировца там, в монархиях, я глубоко сомневаюсь, что это произойдет. И в конце концов противовес возросшему геополитическому авторитету и весу Ирана может появиться и суннитский полумесяц, Турция, Саудиты, Катар, Пакистан. В истории уже бывало такое, когда пакистанские пилоты на советских мирах воевали с израильтянами. Добровольцы, 70-е годы. Отправляли таких воинов-интернационалистов. Поэтому все может быть. Но то, что там будет десятилетие, я сомневаюсь. Ну, посмотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Как раз тезис, тема продолжения войны абсолютно непопулярна. И, судя по всему, подозреваю, что республиканцы проиграют. И одну из причин своей неудачи на промежуточных выборах будут как раз видеть вот эту авантюру. То, что Трамп полез в эту авантюру, это, как говорится. Ну, подождите еще, не говорите гоп, проиграют, не проиграют, мы еще не... Понимаете, в чем дело? Тут же какая история? Все просто набросились на республиканцев, а там демократов надо тоже подоценить. Тут же, вы же знаете, что это не только борьба рейтингов, а и антирейтингов тоже. Просто о республиканцах много говорят, а демократов там некуда плюнуть на самом деле. Там выбора нет. Ньюсома выбирать? Нет. Подождите. В данный момент президент республиканец, республиканский Конгресс, Сенат, пусть там с неустойчивым большинством. И, кстати, предыдущая резолюция, которая не позволяла Трампу продолжить, там 2 сенатора отозвали свои голоса, и, по сути, она потеряла актуальность. Но вроде бы снова проголосовали. Поэтому эту тему надо закрывать. Да, давайте в чат трансляции заглянем. Вопрос. Украинцы реально хотят в президенты Федорова? И как давно они этого захотели? И чем он лучше Зеленского? Воровство прекратится, и ТЦК не будет отлавливать украинцев, спрашивает пользователь.
Ну, у нас пытаются вывести конфигурацию украинской политики к борьбе мерзавцев с негодяями. Хрен редьки не слаще, обои рябое. Вот, поэтому пытаются убедить в том, что хотят. Но, знаете, я думаю, что все-таки на избирательные участки ходят не те, кто ходит с картонками на площадь перед театром Франко в Киеве. Поэтому это создает еще очередную иллюзию. Ну, у Федора довольно эффективные политтехнологи, Царенко, Березенко, ну, тем более имея такой колоссальный и информационный ресурс, там, и по сути безлимитную карточку оплачивать такого рода перформансы, ну, можно поупражняться. Мгм. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Почему никто из украинских ломов, осуждающих войну и ТЦК, не выскажется с обращением к украинцам выйти с картонками за нейтральный статус, за мир? Они все что, ждут капитуляцию? Нет, ну, знаете, ну, все-таки надо толику ответственности. Вы прекрасно понимаете, что на тех, кто выйдет с такими картонками, на них спустят... у нас же любой Майдан несанкционированный партнерами по определению контрафактами. То есть, это с контрафактом церемониться не будут. Выпустят полицейско-репрессивный аппарат, выпустят добровольных помощников, так рагуль-терьера, и люди пострадают. Ну, звать их что, под молотки, но, знаете, это как-то не камильфо. Не хочу выступать в роли козла-провокатора. Вот Мгм. так. Украинцы действительно стремились к независимости и свободе, стремясь в Евросоюз? Или просто хотели приобщиться к богатым и успешным, спрашивает пользователь. К сожалению, люди, которые заняты физическим выживанием, они на Майданы не выходят. На Майданы выходят те люди, которые хотят жить еще лучше. Вот украинцам пообещали там 1000 евро зарплату, 500 евро пенсии, как в Европе, и люди поверили. Ну, обманываться рады. И, ну, Вот это да. замечательный вопрос. Почему в Украине в тюрьме сидит только Коломойский? Андрей Владимирович. Может быть, он на сохранении. Ну, потому что в украинской тюрьме это, ну, как-то... Правда, поговаривают, вот бытует такая версия, и один наш общий знакомый из коллег, у него такая версия, что, дескать, это только он прикидывается тем, что сидит в тюрьме, но человек, который его видел, говорит о том, что он в таком не в самом бодром настроении, как-то помрачнел Игорь Валерьевич. Поэтому даже э, следственный изолятор СБУ по Скольдовому переулке — это не лучшее место, где можно там пересидеть смутные времена. Но ведь, возможно, там уже пахло жареным, и могли и Соединенные Штаты могли запросить Игоря Валерьевича к себе там. Ведь он попытался вести дела в Соединенных Штатах примерно так, как он вел дела в Украине, а там этот фокус не проходит. За такие вещи там садятся на десятки лет. Так, в чем реальный смысл отказа Зеленского от стамбульских соглашений? Сергей пишет, трудно поверить, что лохматый Джонсон прогнул Зеленского. Не думайте, что данное решение принято осознанно в надежде на крах России. Нет, ну, знаете, ведь Джонсон — это вестовой, это посыльный. И, очевидно, ставка делалась на то, чтобы добиться ослабления, истощения России. Вот, а там, глядишь, ну, ведь на чем строились ошибочные расчеты? Потому что вот плюс санкции, это все приведет к смуте, к политическим потрясениям, и, дескать, тогда можно будет, как говорится, продиктовать условия. Ну, не стало, как я гадалось. Оказалось, что и в Кремле не сидели сложа руки, подготовились к ужесточению санкционного режима, и возможности и Соединенных Штатов, и европейцев оказались не столь уж безграничны. То есть помогали ровно чтобы, настолько, чтобы Украина там не упала, но не давали достаточно, чтобы Украина добилась чего-то больше. Так, тут спрашивают, шум будет? Нет, ребята, пока не будет. Спасибо, что ждете. Антон, господин Шелли, спросите гостя Золотарева, когда идут выборы президента страны, какой банк дает деньги на выборы? Какой интересный вопрос.
банк может выдавать, но это же чьи-то деньги. Есть отцы-содержатели украинской политики. Ну, как правило, это украинский олигархический кооператив. Вот Владимиру Александровичу, очевидно, как говорится, от Игоря Валерьевича. Ну, и подозреваю, что я, допустим, и от Пинчука могу что-то перепасть, учитывая то, что часть фигур в «Слугах народа» это люди были, которые были аффилированы с Пинчуком. Кто-то от Ахметова, и видим, то, что Ахметов сейчас раскладывает яйца по нескольким корзинам. Даже этот прыгающий радикал, этот Олег Ляшко снова вспомнил. Там, правда, с президентом. Ну, все, иногда все не только хорошее возвращается. Поэтому деньги оттуда. Ибо украинская политика, она обеими ногами, как говорится, произрастает из украинского олигархата. Подобно тому, как всякий нормальный олигарх должен обзавестись не только собственным самолетом, но и футбольным клубом политическим и, как говорится, телеканалом и политической партией. Так было 10-15 лет тому назад. Ну, сегодня немножечко там телеканал это уже не актуально, но там люди, модельное агентство, как говорится, Ну, входит в этот же. мельчают уже запросики, конечно, да. А Валерия задает вопрос, как вы считаете, готова ли Украина к возвращению своих солдат с фронта? Не готово абсолютно. И, знаете, это вот Карасев, по-моему, там меня упрекал, когда я говорил о том, что наслаждайтесь войной, мир будет ужасным. Вот я немножко другое, правда, имел в виду, но проблемы будут колоссальные. Это не только это атаманщина, криминализация, это разборки с применением оружия, поскольку люди, когда возвращаются люди с ПТСР, которые привыкли видеть мир в черно-белом свете, которые перешагнули вот, через эту библейскую заповедь «не убий», вот, но и возвращаются на пепелище без перспектив, без понимания своего будущего. Ну, худо-бедно у многих там, как говорится, хлеб насущный, и кров был, пока не слушали, а возвращаются. Работы нет, перспектив нет. И чем это все обернется, поэтому лихие 90-е могут показаться просто райскими кущами по сравнению с тем, с чем столкнется Украина. Украина не готова от слова совсем. О, началось, слушайте. В колхозе «Утро». Масейчук, тот, которого мы упоминали, и зрители упоминают сейчас в чате трансляции по поводу партии или движения, да, «За мир», говорит, что сейчас же там задержали Павелка, бывшего футбольного функционера, а его там на взятках, на отмывании денег, там 200 с чем-то миллионов. Короче, говорит, что все, его там сейчас привезут в Украину и убьют. А в свое время с него вымогал деньги никто иной, а Подоляк. Занести 3 миллиона или миллион долларов, что-то такое. Ну, вполне допускаю такой сценарий. То, что экстрадиционный запрос направлен, да, и, но другой момент, конечно, что заставило Павелка там поехать в Словакию, ведь есть те страны, куда щепетильнее относятся к экстрадиционным запросам, ну, та же Австрия, например, вот, или Италия, когда, помните, пытались во времена Януковича Авакова истребовать, ничего не получилось. Ну, вот, а со Словакией, скорее всего, этот экстрадиционный запрос, да, не сразу, но будет удовлетворен. Ну, а то, что покажите мне такого топ-чиновника, который, как говорится, не мазал пальцем медом. Ну, покажите мне такого кристально честного. Ну, Павелка один из многих. Другое дело то, что он, как говорится, не расчехлился, там, не, как говорится, отморозился. Ну, так вот, его догнали. Ой. Вопрос. Насколько Зеленский искренне любит украинцев? Ведь он еврей, и когда изучал историю в школе, воспринимал ее как историю местного населения, но не его народа. Кто для него князь Святослав, например? Нет, ну, и Зеленский точно не учился в еврейской школе, там, скажем, там свои программные установки. Но, понятно, Зеленский космически далек от истории. Да, его сейчас попытались украинизировать, ну, как говорится, это из серии «Пусти дурака, церковь Богу молиться».
Вот, знаете, это как многие депутаты, которые там на людях и в эфире говорят по-украински, а между собой, вот как тот же Порошенко, ну, помните, когда он матом по-русски. Вот такая двойная мораль, как говорится. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Вот. И Владимир Александрович, увы, он прекрасный актер. Извините, Наполеона. пожалуйста, что я... Ой, Лорка, конечно, дает джазу. Знаете, за $2 миллиона не так раскорячишься. Послушайте, ну это, конечно... Лорка спрашивает. Правда ли, что вы употребляли кокаин с Макроном? Зеленский. Конечно, нет. Никогда. Ой, товарищи, я думал, я видел все уже. Я сегодня делился уже. Я думал, все-таки блогер у Мага, очевидно, не страдает эта мадам выдающимися умственными способностями. Вот. Хороший вопрос. Я думал, я видел все. Слушайте, сегодня очень... Я говорил уже об этом и в эфире, примере. Последнее время это прям видно чуткая как-то рука, да, которая направляет и наводит какого-то, видимо, специалиста где-то там в этих этажах, который осваивает бюджеты медийные. Нам РДКшники, русские, которые воюют в ГУРе за Украину, за ВСУ, начинают жизни учить украинских мужиков. Говорят, да ну успокойся, это вообще не страшно. Тут ты напьешься, набухаешься, сядешь в машину, врежешься в столб. Шансы примерно такие же, как на фронте. А так ты герой, тебе почет, уважение. А другой у Янины Соколовой говорит, слушайте, так я, может, даже сделал больше для этой страны, чем там украинский мужик, понимаете? И вот это, я не могу, вот как, это под какими веществами нужно россиян, русских, против которых сейчас вот это Дропатый говорит про там, как бы использовать в мотивации украинцев служить. Когда сегодня Кривой Рог, кажется, да, подрезает маршрутку БУС, вываливается там с женщинами, лбы вот эти в балаклавах, те кричат, мы сейчас повыбиваем стекла, зайдем куда захочешь, ну то есть авария, люди, а они понимаете, какой цирк происходит? А тут туда приезжает американская шоколадка и говорит, правда, что ты с Макроном? Он говорит, нет, конечно, вы что? Да, да, прямо так. Ну, знаете, к сожалению, вот что касается РДК, ну, это же гуровская тема. Спустя некоторое время, опять же, я подозреваю, что мы многое интересного узнаем. Будет время офигительных историй про ГУР и чем ГУР занимался, но учитывая специфический характер, то, что упор был сделан на диверсионную деятельность, это предполагает контакты с определенными кругами, скажем так, близкими к криминалу. То есть, люди ж 50 лет походку не меняют, от вредных привычек не отказываются. Поэтому, подождите, еще такое она всплывет. Ну, всему свое время. А учителей у нас хватает, тех, которые учат любви к родине и так далее, о том, что, дескать, имеют такую смелость определять, кто правильный, кто неправильный, ранжировать. Там, ну, Главков пример такой подал. Да уж, вот вам и пропаганда, конечно, вот вам и, вот вам и дела. Друзья, К сожалению, дает эффект. И когда информация идет в одностороннем порядке, системно и методично, это не любой психотерапевт объяснит. мне вот интересно, когда в очередной раз кто-то, ну, там, вот давайте так, в интернете, в жизни не будем, там, те, кто в Украине внутри, те, кто за предел, в интернете кто-то напишет, там, Зеленский употребляет, наверное, кто-то придет и скажет, нет, он давал интервью Лоре Лумер и сказал, что нет, вот вам, факт-чекингом вам в лицо.
Ну, у нас же есть эти, как это, вотчеры там всевозможные, на гранты дедушки Сороса, которые определяют, что фейк, что не фейк, ну, а по сути занимаются такая завуалированная форма цензуры. То есть, Да уж. Андрей Золотарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. всего доброго. Друзья, берегите себя. Всем добра и света.